За это видео меня, скорее всего, возненавидят орги. Хотя, возможно, наоборот скажут спасибо за честное и непредвзятое мнение. Досмотрите до конца и скажите, стоит мне все-таки опасаться или нет. Ария. Группу Алиса Бутусов, Чаев, Крематорий, Светлана Сурганова, Горшинев, Грэм Боннет и Джолин Тернер, Ули Джон Рот, Ким Арчелло, Дина Джелусик, юного Холидей Боя. Я даже сомневалась, стоит ли вообще делать это видео. Деревенский стадион с разваливающимися лавочками. Пресловутые отмены Назарет. Почему, никто не знал. Деды мочат похлеще. Я не помню, когда последний раз я была так рада. Вот он, наш палаточный городок. Все сушат вещи на палатках. Очень холодно! Там нет пресс-подходов. Я снова словила себя на мысли, что плакала. Было это на белорусском фесте «Солнцестояние». А сейчас я попробую рассказать об этой поездке. Увидев лайнап, я офигела. 2025 год. Беларусь, которую все-таки хоть и не так, как Россию, но недолюбливают в мировом пространстве. И тут сразу несколько зарубежных групп. Объявляли их, конечно, не все сразу, но я решила, что надо ехать, когда объявили Грэма Боннета. Я думала о нем с 2018 года, после фестиваля «Белой ночи» Санкт-Петербурга, их сольника в Питере, потому что там кое-что не доделала. Ну, а когда объявили Ули Джона Рота, я сказала, что еду полюбас. Ну, то есть, даже если я на сам фест не попаду, я должна быть там. До последнего, правда, не верилось, что они все реально доедут, но, как говорится, сердце верит в чудеса. И по зову этого самого сердца я поехала, получив аккред. Так, ну что, ждем транспорт для прессы где-то на окраине Минска. Блин, чтобы вы понимали, как я добиралась на Вакин. Первый раз я прилетела в Гамбург, оттуда ехала на электричке до Ицехо, оттуда на автобусе до автостанции Вакин и оттуда пешком до лагеря прессы. Во второй раз мы ехали на машине из Балашихи прям до Вакина, и это было офигенно. Третий раз я снова летела до Гамбурга, но первый раз с пересадкой в Мадриде, второй раз, третий раз в Стамбуле. Там меня забирали ребята на машине, которые снимали дом в каком-то соседнем селе с Вакином, и привозили меня на место аккредитации, там я уже пешком шла до лагеря. А сейчас нас прямо из Минска привезут прямо на фестиваль, и это бесплатно. Офигеть просто. То есть вы понимаете уровень гостеприимства этих людей? Дальше больше. Кстати, надо сказать, что, кажется, это была моя первая аккредитация с момента начала химиотерапии. И выезжала в Минск я, как оказалось, ровно в тот день, когда год назад начались капельницы. Хотя так вышло случайно, я не загадывала. И вообще взяла этот билет еще до того, как получила аккред, где-то за месяц с небольшим до феста. А еще это моя первая аккредитация как независимого блогера. То есть, понимаете, мой маленький нишевый десятитысячник получил аккредитацию наравне с другими СМИ. Забегая вперед, бейджик у меня был не блогера, а фото-видео. Правда, потом мне это аукнется, потому что аккредитовать-то меня аккредитовали, но вот ожидания были похожи наравне с большими СМИ и блогерами. Ну что, приехал наш автобус, вот такой вот огромный. Уже загрузили багаж. Едем в Пружаны. И вот на этом огромном автобусе мы ехали с парой санитарных остановок прямо до городка Пружаны, где и проходил фестиваль. Первое удивление. Среди СМИ нет представителей рок-порталов. То есть, возможно, они были, но в автобусе с нами они не ехали, видимо, добирались своим ходом. В автобусе были журналисты разных многопрофильных изданий, газет, сайтов, радио, и они просто ехали освещать мероприятия по заданию редакции. И некоторые прямо в автобусе знакомились с лайнапом. То есть это, конечно, круто, что фест вызывает такое внимание у СМИ широкой направленности, но дико непривычно после Вакина, Бигана, да и кучи других мероприятий, где обычно среди прессы каждый второй чувак с татухами, каждый третий с длинными волосами, а каждый пятый в жилетках с нашивками, и каждый из которых знает в лицо чуть ли не всех выступающих, знает их песни и вообще живет этой темой. Первым делом по приезде нужно было получить бейджики, как, в общем-то, и везде. Но, несмотря на то, что из автобуса нас выгрузилось несколько десятков человек,
Все прошло довольно быстро, и мы отправились заселяться в палатки. Так, ну что, вот он наш палаточный городок. Заселилась. Пометила в этот раз палатку флагом, чтобы не искать ее как на Тавриде, на Вакине. Хотя на Вакине у меня была своя, но все равно было тяжело найти. Парадоксально, Яндекс показывает, что сейчас... Я говорю парадоксально, Яндекс показывает, что в Пружанах сейчас ливень, но как бы солнце. И слава богу, потому что до начала основной программы еще где-то 2 часа. Сейчас играет только на малой сцене. И я пока пошла в канцтовары, в булочную, в фикс-прайс, ну, в общем, по мелочи. Вот такой вот большой лагерь для тех, кто приехал без палатки, забронировал ее заранее. А вон там сзади уже люди со своими палатками, и где-то еще есть палаточный лагерь со своими палатками. Пока все классно. Кстати, как же было круто, что фест проводится прямо в городе, а не где-то в полях, когда не надо тащить с собой просто половину своего дома. Мы буквально накануне обсуждали с другом разные европейские рок- и метал-фестивали, и я в этом контексте вспоминала Барселону, именно потому, что фестиваль там проводится прямо в городе. Не скажу, что получить аккредитацию было просто. Я несколько недель пыталась найти на сайте и по всем возможным каналам, ну, очевидно, кроме телефонов, какие-то требования, правила, кто может и кто не может получить аккред, сроки этой самой аккредитации, но, видимо, так как фест проводится всего лишь 3-й год, да, первый раз он проводился бесплатно и немножко под другим названием, был посвящен Дню города, видимо, по этой части решения все еще принимаются индивидуально, и мне в этом плане повезло, потому что оказалось, что аккредитация закрылась еще в апреле. Правда, как об этом было узнать, непонятно. Хотя, на мой взгляд, пресс-службе было бы гораздо проще сразу на сайте в каком-нибудь разделе для СМИ выкатить документ, где будет написано там, сколько человек от одного СМИ можно блогерам или нельзя, и если да, то какие там параметры, метрики, цифры учитываются, что нужно от вас до, что нужно будет после и что для вас будет уже на месте. Мне пришлось все эти вопросы задавать в личку мужику из пресс-службы, и он, кажется, офигел от их количества, а я просто привыкла, что на Вакине, да, я буду часто с ним сравнивать, ничего не поделаешь. Да и на других фестах такие вещи сразу известны. Кстати, еще на Вакине вместе с письмом подтверждением аккредитации сразу высылают карту на почту. Тут для зрителей карта была размещена на сайте, была куча плакатов на стадионе, а вот для прессы такого не было. И мне снова приходилось донимать сотрудников пресс-службы, чтобы понять, где что будет, как туда пройти, где, когда и куда можно проходить или нельзя. А если бы была карта и какой-то гайд на эту тему, то эти бы вопросы были бы сняты. И поймите, я это все говорю не для того, чтобы захейтить оргов или других работников. Я с максимальным уважением относилась и отношусь к каждому из них. А для того, чтобы помочь им наметить, как говорится, фронт работ и дать импульс к улучшению уже и так классного феста. Так, ну не знаю, будет меня слышно или нет, потому что тут рядом малая сцена. Ну и выберем, естественно, самый Первая неповторимый, самый еда на фестивале. образ. Сейчас переключусь на другую камеру лучше. Ну так вот, первая еда на фестивале, плов, салатик. И это все стоит 13,90, где-то 375 рублей на наши. Выступлений на малой сцене, где играли белорусские группы, я практически не застала. Зато попала на конкурсы, которые там проводились. Там выбирали и лучший рок-наряд, и лучшую фотку, а еще загадывали разные песни по словам из них. И тем, кто угадал, давали просто какие-то огромные пакеты с подарками от партнеров. А на главной сцене в это время уже все было готово к запуску зрителей. В том числе и медицинская бригада. Я честно хотела сфоткать этих молодых заряженных ребят, но как-то постеснялась, так что прикладываю фоточку коллег с портала Smart Press. Правда, я ожидала, что этот запуск зрителей будет какой-то крышесносный, когда все бегут быстрее в первый ряд, а тут люди спокойно, чинно проходили мостики и шли в фан-зону. Хотя, может быть, их охрана просто попросила не бежать.
Практически у входа на поле стоял большой шатер с мерчом. Ну, правда, жалко, что не было второй точки, например, у той же малой сцены. Тогда люди бы заходили на стадион уже сразу в этом мерче. И чего там только в этом шатре не было. 100-500 видов кепок. Реально, ребят, 100-500. То есть не просто черная и белая, или там бейсболка и снэпбэк. Там были снэпбэки с вышитым логотипом и сеточкой сзади. Были с кожаным и задником из такого же материала, как и перед. Там были бейсболки с лого, а были еще с надписями сбоку. Цвета, ребят, там просто эти кепки были всех цветов радуги. Я минуты полторы пыталась выбрать цвет. Там можно было этих кепок накупить под каждый возможный и невозможный образ. Конечно, были футболки, причем тоже разных цветов, с разными рисунками, и свитшоты были, и толстовки. Правда, почему-то вот кепок и футболок было куча вариаций в разных цветах, а одежда с длинным рукавом была только в единственном варианте, и как свитшот, так и толстовка. Ну, либо я не увидела, хотя вроде подошла в числе первых. Были кружки, брелочки, браслетики, магнитики, наклейки, флажочки, банданы, шоперы, мешки для сменки, большие флаги, нашивки. Их я, кстати, не сразу заметила, так как хоть и была среди первых, ну, в толпе все-таки весь ассортимент тяжело рассмотреть. Так что возвращалась в эту точку позже еще раз. Ребят, белорусы, спасибо вам за адекватные цены на мерч. И если нашивка даже в российских рублях вышла дороговато, как по мне, то все остальное просто кайф. Я купила кепку с вышивкой за 45 рублей, белорусских, конечно. Свитшот за 65, и хоть он оказался довольно тоненьким, но позже он мне буквально спасет жизнь. Футболку за 40. Хотела еще другую взять, более красивую, но она была с примесью синтетики, а ярлычка на ней, к сожалению, не было. И сотрудники тоже не знали процентаж, так что не стала. А еще, конечно, я взяла набор наклеек, нашивку и браслет. Нашивка стоила 15 рублей, браслетик 5, а наклейки 2. После закупки мерчом, первой закупки, я направилась в пресс-зону, и здесь меня ждал следующий шок. Сначала я оставила заряжаться пауэрбанк в подтрибунном помещении, скинула там фотосумку и пошла поискать воду. И в этот момент меня встретил тот самый чел, которому я писала всю ту кучу вопросов со словами типа «Нина, что-то ищете? Подсказать?» И я, во-первых, офигела, что он меня уже в лицо запомнил, а дальше офигела от его слов. Он сказал, что вода есть в холодильниках, в шатрах-звездочках, а еще для прессы есть обычные шатры за пресс-волом, у которого должны были проходить пресс-подходы. И вот я дошла до всех этих зон, а дальше просто смотрите мою реакцию. Ну что, вспомним Вакин. Вот она сцена, а вот эти вот шатры — это лаунж-зона для прессы. И вон там холодильник, в котором бесплатные напитки. Кажется, это даже лучше, чем на Вакине. Нет, ну вы только посмотрите на этот праздник живота и всего на свете. Беларусь, я тебя люблю. То есть вы видели, сколько всего там было? И это все нам, журналистам и блогерам, давали бесплатно. В холодильниках помимо просто воды, с лого феста, кстати, была вода со всякими вкусами, была газировка, были энергетики, ну то есть просто на любой выбор. И единственное, что кофе не было, но его можно было купить в коммерческой точке, буквально за углом. Правда, там очереди были, поэтому, когда я начала уже засыпать, я предпочла энергетик из холодильника. На Вакине, для сравнения, в пресс-зоне бесплатной была только вода. Ну, как и на всем фесте, но ее нужно было наливать в свои бутылочки. И я даже взяла с собой вакинскую фляжку с карабином, но ни разу ей не воспользовалась, потому что она просто была не нужна. То есть все эти моменты с трудностями коммуникации, с отсутствием карт, с какими-то другими недопониманиями моментально уходят на второй план, когда ты видишь, как о тебе заботятся. И в подтрибунке в этих шатрах были розетки, стояли столбы с проводами для зарядки телефонов с разными разъемами. Был выделен специальный Wi-Fi. В общем, условия для комфортной работы на уровне. Друзья, я так рада вам просто не передать словами, насколько я рада быть рядом с вами. До начала феста оставались считанные минуты, и я поспешила расчехлить фотоаппарат. Первой выступала Светлана Сурганова, а после концерта состоялся пресс-подход. Просто зацените количество людей.
Так, ну а вот столько здесь прессы. И где-то там Сурганова. И снова сравним с Вакиным. Там нет пресс-подходов. Там есть пресс-конференции. И что-то подобное было на Бигане, кстати. То есть какое-то крытое помещение, там есть диванчики или стулья, на которые садятся артисты, есть места, на которые садится пресса, и начинается все это действие. Всем комфортно, сухо, тепло и светло, всем все видно, никто не толкается, не пытается снять вслепую. А тут получилось, что нужно было толпиться около пресс-вола и надеяться, что не пойдет дождь. И свет, кстати, тоже нужно было обязательно иметь свой. Вся коммуникация с прессой проходила в специальном чате, так что спаси Господь моего минского бро Макса, который дал мне свою вторую симку на несколько дней, иначе мне пришлось бы туго. Ведь в лагере и в парке Wi-Fi, конечно, не было, и расписание пресс-подходов, известного заранее, тоже не было. Об этом нас предупредили еще при посадке в автобус. Сказали, что у артистов может до концерта не быть, например, желания общаться, а после оно может внезапно появиться. Так что я понимала, что нужно будет следить за чатом, но все-таки, после Вакина, когда ты каждое утро в пресс-центре видишь распечатанные или написанные на меловой доске списочки, во сколько и с кем будут пресски, когда ты можешь планировать свой день, планировать съемки, это было супер непривычно. Неплохо, нехорошо. А непривычно. Хотя мне кажется, что до этого момента уже мало кто из причастных к организации досмотрел. Поняв, что Сурганову вне сцены снять не получится, я пошла проверить зарядку пауэрбанка и внезапно услышала, как объявляют следующего артиста. И по плану это должен был быть Горшенев. Но ведущий говорил о гитаристе. Гитаристе с мировым именем. И я такая думаю, ведь Горшенев вокалист и вряд ли все-таки известный во всем мире. И оказалось, что вторым внезапно появился Ки Марчелло. Или Марселло, вокалист его так называл. И я, сломя голову, рванула в фотопит. Благо, к этому моменту охрана уже получила все необходимые вводные, и нас пропустили. Вы спросите, откуда взялся Ки? Сама в шоке, ребят. Его объявили буквально накануне, и если бы не он, я уже думала остаться в Минске и добираться на следующий день своим ходом, потому что Грэма Боннета и Джолина Тернера, которые были запланированы на пятницу, внезапно перенесли на субботу. Так вот, Ки появился в лайнапе на замену отменившимся Назарет. Слухи об их отмене ходили уже давно, но сначала это был какого-то не совсем понятного характера вброс в фестивальные флудилки, потом уже одна питерская рок-дама лично написала Карлу Сентенсу, и тот опроверг участие в фесте. Но почему-то оргии либо молчали, либо до последнего уверяли, что группа будет, никаких отмен не предвидится. Немного исторической справки. Зрители прошлого года сразу предупреждали меня, что могут быть отмены, так как в 2024 не доехали изначально заявленные кино. Поэтому и про Ули с Грэмом я не верила до последнего. Хотя, помнится, про Биган вообще никто не верил, что он случится, но он случился, все группы доехали, и вообще было просто топово, хоть и супер малолюдно. А вот в Пружаны Назарет все-таки не доехали. И думается мне, что объявили об их отмене так поздно неспроста. Еще и причина какая-то странная показалась, проблемы со здоровьем. Почему-то накануне на фесте в Швейцарии ни у кого никаких проблем не было. Ну да ладно, мне внезапно появившийся в составе Ки оказался гораздо интереснее, чем то, что сейчас осталось от Назарет, ведь там тоже как бы один оригинальный участник. Я думала, что Ки будет играть и песни Европы, и свое сольное, как было заявлено в посте с его анонсом. Поэтому надеялась, что услышу мою любимую Don't Miss You Much. Но, как оказалось, этот тур посвящен чисто европейскому наследию, что тоже в целом огонь. На Final Countdown на поле вывалили вообще все. Но я снимала только музыкантов, потому...
Кстати, оказалось, что этот концерт из народа смотрели и сами музыканты. Джолин Тернер и клавишник Грэма Боннета, например, стояли где-то около будки звукарей и светиков. Официальных автограф-сессий, как на Вакине, на этом фесте не было. И неофициальных, как на Биггане, тоже. Но вот в такие, например, моменты можно было поймать свой счастливый шанс и попросить о фото и автограф. К сожалению, в первый день было что-то не то со звуком в первых рядах, и это не только мое мнение, музыканты, которые слушали коллег с боков сцены, также это подтверждали. Так что в фотопите я находилась недолго и старалась уйти к пульту звукарей, который, кстати, был непривычно низко расположен, не на башне, как обычно, чтобы не только посмотреть, но и послушать. Кстати, ребят, орги, спасибо вам, что услышали меня, ну или если у вас так всегда, то просто за то, что оно так есть. Когда я спрашивала, какой будет порядок прохода в фотопит, к сожалению, в регламенте он написан не был, только ли на первые 3 песни, или же в любое время сета можно будет на любое количество песен зайти, мне не дали четкого ответа, но на мои объяснения, что обычно, конечно, пускают только на первые 3 песни, и это понятно, но вот на Биггане, например, можно было заходить в любое время, и это убирало кучу ненужных нервов, ведь в таком случае можно спокойно сходить на пресс-подход, не боясь пропустить начало сета артиста и остаться без фотопита, сказали, что да, одному все не успеть. Так что я волновалась на эту тему, как и на многие другие, из-за недостатка информации. В общем, не знаю, сделали ли так после моих слов или так было изначально задумано, но спасибо. Хотя позже вы увидите, что иногда это наоборот играло злую шутку, но обо всем по порядку. Группу Алиса можно было снимать только из фан-зоны и по требованию менеджмента, поэтому я сразу окопалась у уже любимой будки звукарей. Ребят, это было одно из самых топовых выступлений первого дня. Темнота, куча флагов, народ уже какой-то приободрившийся, ну просто пушка. Даже снимать не хотелось, а только слушать, смотреть и подпевать. А вот выступавшего после Кинчева юного Holiday Boy официально снимать было почему-то вообще нельзя. Об этом написали сразу в регламенте, который выслали за несколько дней до феста, и сказали, что предоставят официальные материалы от пресс-службы. Так что я покорно подчинилась, хотя в зале, конечно, люди все равно снимали, ну, возможно, для зрителей таких ограничений не было. Впрочем, для меня это не стало большой потерей, и формат этого исполнителя не то чтобы мне близок. Хотя вообще таких артистов за весь фест было буквально парочку, практически весь лайнап оказался удивительно мой. Для многодневного феста не в столице это прям редкость. Я и на столичных порой скучала между любимыми группами, а здесь, ну, просто огонь. Где-то перед началом следующего сета, кажется, в пресс-зону принесли коробки с пиццей с вот такой вот милой надписью. Не помню, на ком именно начался обещанный дождь, но начался он довольно резко и сразу вжарил «мама, не горюй». Благо, у меня был с собой офигенный дождевик с ВФМ и свежепришедшие чехлы на обувь, которые, спойлер, порвутся в первый же день, но все-таки спасут мои ноги. Люди в фанке в тот момент прятались под откуда-то взявшимся огромным пакетом или что это было. После ХБ, наконец, вышел Горшенев. Оказалось, их поменяли местами Ски. Почему, никто не знал. Так же, как и во сколько выйдет Горш. Ну, точнее, знала режиссерская группа, наверное. Но ни нам, ни зрителям никто ничего не сказал, о чем я позже видела недовольные комментарии промокших и продрогших зрителей. Справедливо. На Вакине о таких подвижках в лайнапе присылают пуши из приложения, постят во всех соцсетях и на экранах еще дублируют инфу. Это не беда, что там не ждут меня, что не сохраню с тобой себя, что я так уйду, и может не пойму, что вместе остался как прибыл. Я расстроилась. Не то чтобы я фанат Горшенева-младшего, но у меня есть в плейлисте несколько песен кукрыниксов, и Король и Шут меня, конечно, тоже стороной не обошел. Но, блин, из всех треков, которые Алексей с группой сыграл на этом фесте, я не узнала ни одного. Я, конечно, не знаю, может быть, те мои любимые песни Кукров, бывшие саундтреком к одному сериалу, и самые попсовые темы Киша, они в принципе не исполняют, но я так ждала. Кстати,
Именно во время выхода из фотопита на сете Горшенева в темноте я черканула ногой об ограждение фан-зоны в узком месте рядом с колонками, и мои новенькие чехлы превратились в решето. Ну, точнее, левый. Завершал день Бутусов. И, блин, я его уже видела в 2019 году на Тавриде, и, может быть, еще на каком-то фесте, но он всегда так далеко стоит. Он был очень умен, из-за этого его называли. Чувак буквально спрятался вдалеке глубокой сцены, и без того невысокой мне стало, ну, практически ничего не видно. А еще было супер холодно, ну, думать надо 2 час ночи, мокро, и хотелось уже просто пойти спать. Но тут я вспомнила про мерч. Помните, я говорила, что он буквально спас мне жизнь? Смотрите. Так, ну в очередной раз спасибо фестивальному мерчу за то, что он существует. Я просто вспоминаю, как в каком-то 18-м, что ли, году я купила вакинскую толстовку и тут же ее надела, потому что было пипец как холодно. И сейчас как бы вот я делаю то же самое со свитшотом солнцестояния. Если вы слышите, там сейчас играет Бутусов, то я капец как замерзла. Кстати, свитшот довольно тоненький, но думаю, что с ним будет в любом случае лучше, чем без него. Потому что у нас тут был дикий ливень. И даже несмотря на дождевик, как бы все равно холодно. 2 часа ночи, чтобы вы понимали. Так что спасибо фестивальному мерчу за то, что он существует. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем. И где-то ближе к концу его сета я все-таки уже не выдержала и пошла в лагерь. К тому же Сурганова оказалась единственным артистом первого дня, вышедшим к прессе. Так, ну короче, там еще выступает Бутусов, но я настолько замерзла, что я иду, как и вот эта вот вся куча людей, которую, правда, не видно. Ну, короче, я иду спать, потому что я замерзла. Это, конечно, очень забавно, как только я пересекла мостик из концертной зоны, он начал играть эту песню. Но тут в парке есть экраны, так что слушаем так. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой. Кстати, ребят, помимо той зоны около малой сцены, где я обедала, в парке было столько разных точек питания и напитков. Уходя с Бутусова, я наткнулась, например, на огромный пузатый самовар с вилами. Это что тут за ушко? Не знаю, слышно ли на видео, но там звучит Goodbye America, а я тем временем почти дошла до выхода с фестивальной территории и, соответственно, до входа в палаточный лагерь, там буквально пару метров. Неплохой день. Отличный день, на самом деле. Ночью в палатке было холодно. Нет, не так. Очень холодно! Я в целом мерзлявый человек, но тут у меня буквально сосульки на носу были готовы образоваться. Я была в термобелье, термоносках. Ох, какой же это был кайф переодеться из мокрой одежды, ну, сырой, в сухое, в бафе, в шапке вакинской, толстовке. И пока не накрылась спальником с головой, мне было
холодно. Свитер выполнял роль подушки, потому что спальники были без подголовников, так что надевать его было не вариант. Но, кстати, когда нам выдали эти спальники с ковриками, я подумала, что будет супер холодно и некомфортно, потому что они показались какими-то тонюсенькими по сравнению с моими. Но я была не права. Они оказались комфортными, я могла там ноги внутри согнуть, и вот когда с головой накрывалась, то было прям норм. Правда, где-то в 5-6 утра я все-таки надела кожанку, что сильно стеснило движение, но зато стало на порядок теплее. Когда я только переоделась и легла, я первые минуты просто осознавала, что лежу. Какой же это был кайф! Это было около 3 утра уже. Сходить смыть макияж я забыла, а переодеваться обратно и выходить в сырой, темный и холодный мир, фонари были только в парке, не хотелось от слова совсем. Песни люди вокруг пели где-то до 6 утра, но я со своим чутким сном умоталась настолько, что даже это мне не помешало. Больше дискомфорта доставляла температура все-таки. Тишина продлилась недолго. В 8 утра на стадионе начался чек арии, который было слышно, кажется, во всех Пружанах, а где-то в 8:30 возобновились лагерные песнопения. Так как жарко супер не было, то и типичного подъема вместе с солнышком, когда палатка превращается в баню, и ты просто не можешь там находиться и встаешь из-за этого, не случилось. Будильник я завела на 11, но окончательно проснулась в итоге около 10. Так, ну что, вот так вот выглядит палаточный лагерь с утра, когда накануне был дождь. Просто все сушат вещи на палатках, потому что наконец-то солнце, а я иду умываться. Кстати, когда мне сказали, что предоставят место в палаточном городке, я дико обрадовалась, но волновалась за качество палаток, вспоминая, как на Биггане орги дико косякнули в этом моменте, и у людей первый же день вымокли просто все вещи, и в итоге там сотрудники ходили и брезентом все поверх обтягивали. Тут же палатки оказались отличные, они не промокли во время дичайшего дождя в первый вечер и не улетели под неслабым ветром, хотя я реально за это боялась. Вообще план, конечно, был умыться вечером. Я настолько устала, что забыла. Я ожидала, что утром я буду похожа на Элиса Купера. Вроде ничего, нормально, стойкий макияж. Но умыться все-таки надо. Кстати, умывальники стояли около каждой линейки туалетов. И хоть и было и то пластиковым, оно регулярно очищалось, менялось. А рукомойник подобной конструкции я, кажется, вообще видела впервые. Ну, а дальше было то, зачем я вообще заводила будильник, ведь концерты начинались только вечером. Кстати, тоже необычно после других фестов, где выступления стартуют обычно днем. Но спасибо и за это тоже, потому что конкретно сейчас, после химии и лучевой, я реально переживала, как я вообще все это вынесу. Ночью в автобусах, ночь в палатке, успею ли я отдохнуть, не сойдет ли моя спина с ума. Так что, если бы нужно было вставать рано и в полдень быть уже у сцены, мне было бы в разы сложнее. Так, ну что, умывание прошло успешно, как вы видите. Мой завтрак сегодняшний. Идем плавать в бассейн, потому что время еще полно. А спорт никогда не повредит. Ну и плюс там будет душ и туалет не пластиковый. И я там накрашусь, надеюсь. Вспоминая Вакин, где за 3 года я ни разу не доехала до бассейна, узнав о наличии оного в Пружанах, я сразу решила, что я туда схожу. Особенно учитывая, что души в лагерях были платные. Не знаю, может быть, на других фестах тоже так, но для меня это было супер какой-то нонсенс. Ну, типа, душ — это такая же базовая штука, как туалет, вода, зарядки. Ну, не суть. Мы пришли к бассейну и просто офигели. Очередь тянулась на улицу, и люди говорили, что за 10 минут вообще не продвинулись. Но времени было еще много, так что мы встали, и за разговорами с другими фестивальщиками, коих, очевидно, в ту субботу в очереди было большинство, время пролетело почти незаметно. За 12 белорусских рублей мы получили 1 час 20 времени в 3 зонах. Бассейн, аквапарк
и сауна. Мне в сауну сейчас, к сожалению, нельзя, и не факт, что когда-либо теперь будет можно, хотя некоторые надежды имеются, и все будет зависеть от результатов исследований и успешности лечения. Но посчитав, что 2 рубля за 20 минут как будто бы выйдет дешевле, чем поминутная оплата, мы все-таки взяли такой билет. И хорошо! Потому что мне в итоге и этого времени не хватило. Ну, это с учетом того, что я красилась уже около гардероба после отсечки по времени на турникете раздевалок. Просто вспомнила о том, что надо бы пофоткаться я уже под конец. А ведь изначально вообще хотела взять экшн-камеру и все снимать. Но она так и пролежала мертвым грузом весь фест в рюкзаке. Равно как и микрофоны, потому что нам сказали, что во время выступлений их использовать нельзя, чтобы не создавать помехи сценооборудованию. А у меня радиопетли, напомню. А выступления и смена оборудования как бы шли нон-стопом. Пока мы купались, очередь не испарилась, но уменьшилась. После бассейна, конечно, надо было подкрепиться. Так, ну сегодняшний обед вышел подороже, 15-20. И сегодня у них уже кончились наборы, вилочку выдали отдельно с салфеточками. Вот вчера не был ножик нужен, а он был, а сегодня нужен, а его нет. О, кстати, вспомнила, в этой точке у малой сцены, где я оба раза обедала, мне так и не удалось, к сожалению, попробовать колбаски на гриле. Но и так было вкусно. Да, не супер дешево, но камон, я примерно за эту же цену в Маке в Минске ела, а тут, блин, нормальная человеческая еда. Правда, курицу мне в микроволновке разогрели, but still. Ну, а потом был чил в палатке, потому что до начала концертов никаких пресс-подходов не предвиделось. Кстати, кто-то, как я случайно узнала, вообще жил в общежитии. Видимо, это те самые люди, которые подали на аккредитацию с декабря по апрель. Так, ну, короче, возможно, последние кадры палаточных городков по светлу, потому что возвращаться уже ночью. В общем, мне написали люди, которые стоят уже в первом ряду. Шутамули. Я не знаю, что он там делает, но я экстренно бегу к сцене. Посмотрим. Иду, короче, на фест мимо какой-то из зоны активностей. А тут Настя с Олегом поют. Ну, не вживую, конечно. Но это прикольно. Иду куда-то туда. Это я шла в ту сторону, где, как мне показалось, тоже был вход, но я ошиблась. А идти оттуда к действительному входу нужно было прям, ну, сильно в обход. И в этот самый момент подъезжает байкер на скутере со словами: «Сестра, садись, подвезу». Блин, чувак, поклон тебе просто. Он довез меня до самого входа в парк, через который я до этого заходила. Чувствую, пока я сейчас дочешу до пресс-зоны, то Уля уже свалит. Сейчас еще придется заходить через главный вход, где куча людей идет там в фан-зону, в стандарт, вот это вот все. Но спасибо этому байкеру, который проезжал мимо и просто такой: «Сестра, садись», довез. Хоть немножко сэкономило время. Байкерское братство. Когда я вошла на стадион, там уже были люди, которые занимали очередь, чтобы вы понимали, за 1,5 часа до запуска. И я их прекрасно понимаю, ведь состав второго дня был просто пушечный. Так, а кто здесь ждет крематорий? Давайте поаплодируем. Кто ждет крематорий? Петрович, я рад познакомиться. Неожиданным открытием для меня стала группа «Крематорий», которая открывала, простите за тавтологию, второй день. Ну, точнее, самым первым был местный гитарист Мэйлиан, которого тоже перекинули с предыдущего дня, но он был типа вне программы или не знаю. Короче, Крема. Я никогда их не слушала и вообще знала эту группу только по ее бас-гитаристу Коле. Он принимал участие в концерте в центре Сандлера, который был посвящен памяти моего друга Валеры Кузина, гитариста трибьюта Скорпов, погибшего в автокатастрофе несколько лет назад. А тут я увидела их по случаю на фесте вживую и прям заценила. Так жизнерадостно. Вы просто посмотрите на этих скрипачей.
Вместе с нами в фан-зону, кстати, выходил и вокалист Ули Джона Рота перед тем, как пойти готовиться к собственному выступлению. А вечером я видела, как гитарист Грэма Боннета тоже ходил в фанку, прямо как в старые добрые времена. Кстати, вокалист Крематория выходил на пресс-подход, но, помня о толкучке накануне, я решила пропустить это событие и занять получше место в фотопите. Ведь мне казалось, что сейчас туда набежит толпа. Ха-ха, как же я ошибалась. Ну, и, собственно, после Крематория на сцену должны были выйти совершенно особенные для меня люди. Ули Джон Рот, Корвин Бан, Дэвид Клазинский, Никлас Турман и Пина Либерти. Поэтому я самой первой зашла в фотопит, окопалась по центру оного, ведь, помимо прочего, именно в этом месте по ту сторону забора стояли мои концертные ребятки, которые тоже ждали маэстро. Одной из фишечек фестиваля был специальный чат-бот, сообщения из которого иногда зачитывали ведущие со сцены, а иногда они просто выводились на огромной бегущей строке над сценой. И я, конечно, писала туда в основном про так ожидаемых мною заграничных дедов-пердедов, как их не очень уважительно, но, согласитесь, забавно назвала Люба. Потому что мне было обидно, что когда ведущий спрашивал у зрителей, кто на кого приехал, ответы были в основном про российские группы. Ребят, это событие века, к вам легенды такие приехали, а вы... Мне бы очень хотелось передать вам те мурашки, которые я испытывала, когда практически бежала в этот день на поле после слов ребят из фанки, что Ули уже там, и когда, стоя там в пустом фотопите, я изо всех сил, вставая на цыпочки, пыталась углядеть на высоченной, глубокой сцене так знакомые седые волосы с перьями и внезапно отрощенную дедморозовскую бороду, но я просто включу это. Ули начал выступление практически без чека, ведь из-за обстоятельств непреодолимой силы он приехал в город на несколько часов позже. Но, блин, хвала его звукарю, потому что, вспоминая звук первого дня, я переживала, что и на Ули с Грэмом будет так же, но нет. Звукарь Ули каким-то чудом успел крутейше отстроить звук на фанку и фотопит, но, как оказалось, не успел на зону стандарта. Там люди находились в более расслабленной атмосфере, наблюдали концерт через огромные экраны, установленные на двух башнях. И в чате, и в комментариях под видео я потом узнала, что именно им не было слышно гитару Ули. Капец, как жалко, конечно, но в данных обстоятельствах хорошо, что хоть фан и фотопит все слышали прекрасно. Во время сета Ули меня снова унесло куда-то в космос, прямо как в 2016-м, когда я впервые побывала на его концерте и настолько впечатлилась, что погнала после этого экстренно в Ярославль, оттуда в Питер, а потом аж решила визу сделать и махнуть в Хельсинки, и, как говорится, понеслась. Музыка Ули и его звукоизвлечение — это что-то настолько особенное, что мне даже фотограф Сережа, с которым мы познакомились вечером первого дня, сказал, что это что-то нереальное. Я не знаю, как он это делает, точнее, у меня есть догадки с физической точки зрения, но с эмоциональной. Я снова словила себя на мысли, что плакала. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что первый раз в тот день глаза намокли еще до начала сета Ули, но это уже личное. А тут чисто магия музыки. И Ули — настоящий волшебник. К слову, я неоднократно видела Ули в маленьких клубах. Камерно, душевно, но вот
такая толпа, как в Пружанах, это говорит о многом. К сожалению, практически сразу после выступления Ули нужно было уже уезжать, поэтому к прессе он не вышел. Хотя, может, боялся неудобных или политических вопросов, не знаю. Ну, а после Ули «Дать жару» вышла Ария. Но я капец, конечно, была удивлена времени их сета. Я думала, они часов в 10-11 будут жахать, а тут... И вот сейчас пришло время рассказать про обратную сторону относительно свободного доступа в фотопик. Когда я зашла туда на Арии, там были, кажется, все те 150 аккредитованных человек, о которых мне говорили. И ладно бы все из них фотографировали и видео снимали, некоторые просто стояли и тусили. И, блин, ребят, я не против, я прекрасно вас понимаю, но лавировать между вами с камерой и пытаться что-то снять было, гораздо сложнее. А еще людям из первых рядов фанки, уверена, было вообще не в кайф смотреть на все наши спины, весь арийский сет и еще парочку. Кстати, я не поняла, зачем нужны были разноцветные бейджики пресса, фото-видео и блогеры, если по факту у всех был одинаковый доступ. Обычно те, у кого пресса, не имеют доступа на фотопозиции. Просто на площадку и в пресс-центр. Так было и на биатлоне, и на пятиборье, и на теннисе, и на вакине, и, в целом везде. Опять же, можно было либо не заморачиваться с разным типом бейджиков, либо все-таки как-то разграничить их функционал и зоны доступа. Еще один момент на заметочку организаторам. Вы скажете: Нина, а как же Чайф? Ребят, я вам скажу то, что говорила уже всем своим старым и новым знакомым. Как же это было офигенно. Набираю марки от чужих конвертов, отпускаю мысли, так легко по ветру. Это было так офигенно, что просто невозможно было оторваться. Там просто все поле повставало с трибун. Про них, кстати, отдельно скажу. Высыпала на траву, пела, танцевала и просто наслаждалась. Конечно, весь второй день был пушка, но Чайф за последние годы что-то поменяли в сценографии или в взаимодействии с публикой, я не знаю. Но я вспоминаю их выступление на фесте в центре Стаса Намина пару лет назад. Это был то ли мой первый, то ли второй их концерт, хотя, мне кажется, я их еще на каких-то фестах видела. И вот там я была просто рада, что увидела их, подпевала, конечно, светилась от радости, но вот такого ощущения «вау», какое вот было сейчас, такого завода, мне кажется, тогда все-таки не было. Буквально незадолго до поездки в Беларусь я ходила на Чайф в Москве, точнее, бегала под дождем на фестивале московского спорта, потому что там не было расписания артистов, а был просто список тех, кто будет выступать. И вот там была такая же отдача от группы и публики, и тут также, и я думаю, что всем музыкантам стоит это взять на заметку. Только ленивый не отметился в том самом чате флудилки, в котором обсуждали все от очередей в туалет до пресловутой отмены Назарет, как круты были дедушки из ЕКБ. Кстати, Шахрин тоже выходил к прессе, но мне пришлось пропустить этот момент, о чем сейчас, конечно, жалею. Но, ребят, когда ты одна, реально успеть все крайне сложно. Об этом еще будет ближе к концу. Предпоследними на сцену вышли The Voices of Rainbow, Грэм Боннет и Джолин Тернер. Сюрпризом ближе к концу сета к ним еще присоединился Дина Джилусик, у которого потом и свой сет был по плану. Ребят, вы понимаете, что дедуля в возрасте 77 лет, который уже хромает, разгуливает по сцене в костюмчике и поет о том, как он хочет быть с ней эту ночь. И ему веришь, потому что, это просто легенда. Я поняла, что из сольной части Грэма даже больше ничего не записала, потому что, во-первых, я еще и с фотиком так-то бегала. Кстати, фотки уже отправила организаторам и выложила в свою группу ВК.
ссылочка в описании, забегайте посмотреть. А во-вторых, хотелось просто слушать. У меня потом спросили ребята, мол, ну как тебе выступление? И я сказала, что, конечно, видно, что Грэм и Джо уже далеко не мальчишки, но камон, кого это волнует? Деды мочат похлеще некоторых молодых. Man on a Silver Mountain и Long Live Rock'n'Roll, когда Грэм, Джо и Дина пели все вместе, были ну просто разрывными. Как мне написал потом мой добрый товарищ из Техаса, Ронни бы гордился. 100%. Ну, а мы с чуваками просто смотрели и пребывали в шоке от такого исторического комбо. Я не знаю, как давно Грэм и Джо пели вместе, 18 лет назад, и будет ли у кого-то еще такой шанс? А у нас это было. Так что в очередной раз низкий поклон оргам, тем, кто придумал это осуществить, кто привез их всех и подарил нам это счастье. Вот ради кого стоило быть в первых рядах. Вы скажете: Нина, а как же Джелусик? Ребят, я знала, что вы про него спросите, и специально для вас немножко поснимала. Просто именно в это время был пресс-подход с Джолин Тернером. И да, он сказал, что А еще у него спрашивали, где он живет. Я живу возле леса. Там замечательно. Какое у него любимое место в Беларуси. Дома, моя. И всякое другое. Я дико тупанула и придумала вопрос, и вообще решилась его задать, когда пресс-подход уже, к сожалению, закончился, так что сорян. Отдельно хочется сказать про людей, которые приехали на этот фестиваль. Они старались нарядиться, они готовили футболки с названиями групп. Я, кстати, тоже так раньше делала на Вакине и на Бегане. Они надевали какие-то прикольные головные уборы, размахивали флагами, танцевали. Это были люди, ну, буквально всех возрастов. Они приехали из разных стран и городов. Я встретила 2 девушек из Реутова. Были люди с Урала, из Латвии, из Литвы. В фотопите меня кликнули из первого ряда со словами, что мы, оказывается, в автобусе из Москвы вместе ехали. Ну, то есть, такое единение. Ну что, как и на Вакине, до конца доживают не все, фан-зона уже поредела. Дина Джелусик заканчивает этот фестиваль. Было круто. Кстати, Дина Джелусик был, кажется, единственным, кто вышел на пресс-подход со всей своей группой. Респект. Хорватия. Беларусь is close second. Беларусь на втором месте. Да, они соревнуются с Сербией еще немножечко. You can fight Serbia still. They're not in EU. Меня удивило, что народу с ним пообщаться вышло, кажется, даже больше, чем с Джолин Тернером. Ну, а дальше нужно было расходиться, ведь обратный трансфер был назначен уже на эту ночь, и времени порефлексировать на месте было лишь по пути за вещами. Такие моменты всегда просто разрывают сердечко. Я вспоминаю бесчисленные туры одной группы, когда после финальных аккордов я оставалась общаться с техниками, и пока те разбирали сцену и грузили оборудование в фуры, вот это вот щемящее чувство, что это было так круто, но оно закончилось, вот оно повторяется каждый раз. Конечно, я не могла не вспомнить замечательную It's After Dark. It's after dark now, the festival is closed. The party is over,
The night is here. Let's bring out a toast. It's after dark now. The festival is closed. We've been served ice cold beer. Пружаны was a host. Ну, а пока мы спешили в автобус, в лагере был самый разгар движухи. И из-за этого было еще более жалко уезжать именно сейчас. Блин, тот момент, когда жалко, что уезжаешь. Тут какой-то лютый движ. Сейчас, секунду. Кстати, пока мы шли за вещами по дорожке в парке, в том самом месте, где сутки назад я наткнулась на самовар с вилами, нас буквально за руку схватил парень из точки питания и просто в подарок налил стакан вкуснейшего лимонада мохито. Короче, очень жалко, что уезжаем. Ребят, ну вы же понимаете, что заснять все классные моменты было просто нереально. Также сложно было обойти все активности и развлечения, коих было огромное количество. Это и дрифт на классных тачках недалеко от малой сцены, и какие-то там бои на тренировочных мячах, и мастер-классы, и чего там только не было. Я не погуляла по 2 палаточным лагерям другим, не заглянула на плов в зону кемперов. Этих площадок было столько, что за 2 неполных дня это все обойти в одиночку было просто нереально, ну просто не хватало времени. Но зато это оставляет некое послевкусие и желание вернуться, чтобы успеть это обойти все в следующий раз. В общем, ребят, это было очень круто. Организация фестиваля была реально на уровне. Группы выходили именно в то время, в которое были заявлены, а некоторые даже немножко раньше, ну, за исключением рокировки Ки Горшенева. Люди в большинстве своем позитивные. Да, для зрителей были какие-то супер дорогие билеты. Возможно, организаторы пересмотрят ценовую политику на будущий год. Да, несколько месяцев говорили, что однодневных билетов не будет, а потом они внезапно появились. Начались различные скидки от партнеров, что поставило купивших билеты в первые дни продаж в не очень красивую ситуацию. Да, отменилась группа Назарет, которая конкурировала разве что с Holiday Boy'ем в вопросах, ради кого конкретно вы едете на этот фест. В первый день мне рассказывали, что в зону стандарт в какой-то момент стали вообще пускать всех подряд без билетов, но это все моменты, над которыми стоит работать. Минусы есть на любом мероприятии. Но, блин, я не помню, когда последний раз я была так рада, находясь на фестивале. Разве что на Сандлер-фесте в 2022. Кстати, я ж про трибуны не рассказала. Меня пугали, что это какой-то чуть ли не деревенский стадион с разваливающимися лавочками в пару рядов, ну и так далее. Но нет, это была нормальная, высоченная трибуна с нормальными пластиковыми стульями, на которых я даже успела посидеть. И туда был доступ у всей фан-зоны. То есть устал, отошел, присел спокойно и продолжаешь видеть концерт. Очень напомнило тот ламповый амфитеатр на Бегане. Организатор солнцестояния во время интервью сказал, что через пару дней после этого феста они уже начинают готовиться к следующему. Но было бы классно, чтобы на момент проведения текущего фестиваля уже была договоренность с кем-то из хедлайнеров следующего года, чтобы как на Вакине можно было запустить сразу классный видос с нарезкой моментов текущего фестиваля и анонсом следующего. Я уверена, что куча людей на волне эйфории при таком раскладе купила бы билеты, ну прям не выходя со стадиона. Пока никто не знает, что ждать от солнцестояния 2026, но сейчас этот фест оказался просто лучиком света в темном царстве, позволил, как в старые добрые времена, прикоснуться к любимой музыке, повидаться со старыми друзьями и знакомыми, с кем-то из которых не виделись 5, а с кем-то и 8 лет, подпеть легендарным хитам и, пусть ненадолго, но снова ощутить счастье, здесь и сейчас. Честно скажу, в какой-то момент после феста мне стало очень больно и обидно, ведь произошла ситуация, из-за которой я даже сомневалась, стоит ли вообще делать это видео. Я до слез переживала, ведь отдала этому фестивалю всю себя, и вот так это закончилось. И даже смарт-часы зарегистрировали повышенный уровень стресса, и они не ошиблись, ведь я проплакала полдня, я не ела весь день, и потом еще сутки пыталась осознать все это.
Но потом я подумала, а для кого я вообще все это снимала? Для вас. И, конечно, для себя. Для тех, кто любит музыку и настоящие эмоции. Для тех, кто хочет узнать, как это было. Так что это видео все равно будет. Потому что ни один человек определяет ценность прожитого. И потому что мне действительно есть, что показать и рассказать. Спасибо, что досмотрел. Это, правда, очень много значит. Ну что, как тебе мой рассказ? Обязательно напиши комментарий, не забудь поставить лайк этому видео и посмотреть то, что я уже успела выложить. И, конечно же, подписывайся, будем видеться чаще. Всем спасибо, ваша Ниночек. Пока. Фестиваль – это, конечно, про музыку, но не только. Это еще вот такие внезапные встречи, моменты, которые невозможно просто прописать в тайминге. Они случаются незапланированно, но остаются в сердце навсегда.